Приветствую, друзья! Рад, что вы заглянули на мой канал. Кризис с недостатком оперативной памяти в самом разгаре, а это значит, что мы будем собирать очередной ПК. В данном видео попытаюсь собрать абсолютно белый ПК. Главное в этом предложении слово «попытаюсь». А получилось или нет, это вы уже напишите в комментариях. Как обычно, начну с корпуса. Сегодня это Citadel 108DV от компании ICD. Относительно небольшой корпус, на передней панели которого нет установочного места под вентиляторы. Они устанавливаются вверху и внизу корпуса. Зато есть дисплей, который показывает температуру процессора. Задняя крышка несъемная, вместо нее имеется небольшая съемная панель на магнитах. Также по традиции в сборке используется процессор от компании AMD. Изначально планировалось использовать материнскую плату от компании Honda с белым текстолитом. Но, к сожалению, материнская плата оказалась нерабочей. Один из контактов на сокете был обломан, точнее его наконечник. Пришлось вернуть. Причем обломанный наконечник контакта видно только под определенным углом и светом. Если судить по коробке, эта материнская плата возвращалась уже не первый раз. Было уже 9 вечера, и мне пришлось ехать в ДНС за другой материнской платой. Хорошо, что в наличии была плата от компании Asus. Кстати, прошлая материнская плата стоила примерно 8500 рублей. Плата от Asus была дороже примерно на 2000 рублей. Процессоры AMD не нуждаются в таких рамках, поэтому в них нет никакой необходимости. Просто мне нравится, как рамка выглядит на процессоре, поэтому я их и устанавливаю. Данная рамка за такую цену имеет очень богатый комплект для установки. Термопасту из комплекта я не использовал, но все же рекомендую использовать проверенные временем термопасты. Рамка подбиралась под белый корпус, поэтому она металлического цвета. Но и на черном текстолите выглядит отлично. Этот SSD-накопитель я покупал до значительного повышения цен, поэтому цена у него такая адекватная. Сейчас он стоит в районе 8000 рублей. Раньше за такую цену можно было купить целый терабайт. Радиатор для SSD плюс еще 300 рублей. У данного кулера есть несколько вариаций. Я решил выбрать ту, что имеет светящуюся полосу на корпусе и вентилятор без подсветки. Обычно я заменяю вентилятор на кулере, чтобы все вентиляторы имели общий стиль в сборке, но тут я не стал этого делать. Больно понравился мне общий вид самого кулера. А тыльная его часть напоминает дорогие башни от Deepcool. Также есть варианты этого кулера с двумя вентиляторами, а также двойным радиатором. Ну и следовательно тепловых трубок уже будет 6. Наверное, в какой-нибудь из будущих сборок куплю черный кулер с двумя радиаторами. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. Съемки и монтаж отнимают много сил и времени. А ваши лайки мотивируют снимать для вас контент. Эту память я заказывал в начале кризиса с дефицитом оперативной памяти. Покупал в ДНС. Сейчас такая память недоступна к покупке. Последняя указанная цена на отметке в 23 000 рублей. С этого момента часть видеоряда будет с материнской платой от компании Honda. Сделать подсъем материнской платы от Asus я просто забыл. Прошу понять и простить. Цена указана за все вентиляторы и контроллер. Часть вентиляторов у меня уже была, а остальную часть я докупил. 2 реверсивных вентилятора будут установлены внизу, остальные 3 обычных будут стоять вверху и на тыльной стороне. Блок я подбирал с учетом видеокарты, так что 600 Вт вполне достаточно.
Блоки данной компании я покупаю давно, это среднеценовой сегмент. В свое время в этом сегменте был и Deepcool. У этого корпуса есть одна особенность. Из-за того, что задняя панель несъемная, то и посадочное место под материнскую плату тоже будет фиксировано. Имеется только 4 посадочных места под винты, поэтому нижняя часть материнской платы не зафиксирована и может болтаться в воздухе. Чтобы такой ситуации не было, в комплекте с корпусом идет 2 пластиковых ограничителя, которые вставляются в отверстия для нижних винтов на материнской плате. Лишних 9000 рублей не оказалось, поэтому я заказал простую 5060, да и разница между этой и TI-версией всего лишь 8% в пользу последней. Не забываем, что это белая сборка, а все комплектующие белого цвета обычно стоят дороже. На этом месте я понял, что материнская плата не работает и пора ехать за новой платой. Жаль, что материнская плата на белом текстолите оказалась нерабочей, так бы все выглядело еще лучше, но имеем, что имеем. Даже с черной материнской платой ПК выглядит очень интересно. Кстати, его купили на следующий день после сборки. Это к тому, что некоторые думают, что внешний вид не важен. Кстати, драйверы для экранчика на корпусе довольно сложно найти, пришлось даже писать продавцу, чтобы он дал мне ссылку для скачивания. Я оставлю ссылку в описании, если вдруг они кому-то понадобятся. В целом мне понравился корпус, но есть свои неудобства в виде маленького отсека для проводов. Очень удобно, что дисплей показывает температуру процессора и видеокарты, плюс обороты кулера. Очень понравился кулер процессора, выглядит классно. Делитесь своим мнением в комментариях, кому что понравилось. А также предлагайте свои варианты сборки. Также скиньте, пожалуйста, какие-нибудь варианты корпусов в комментариях. Хочу собрать что-то интересное и необычное. Комплектующие для этого ПК я заказывал около месяца назад, в середине ноября. Если сейчас собирать такой же компьютер, то он обойдется уже примерно на 15 000 рублей дороже. На сегодня у меня все. Спасибо, что смотрите видео до конца. Да пребудет с вами оперативная память по рекомендуемой цене.